Джулия, здравствуй. Добрый день, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного. Добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографии. Сегодня Джулия войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаю вам захватывающего просмотра. Джулия, если ты готова, ты можешь принять самое удобное положение для своего тела и расслабиться. А теперь на счете 3 мы приглашаем перед собой Григория Распутина. 1, 2, 3. Он появился. Да, появился. Как он выглядит? В темной рубашке длинной, ремень. Она как бы закрывает попу. Сапоги длинные, кожаные. Брюки в сапоги. Бородка, усы. Длинные волосы до плеч. Ты позволишь мне с ним общаться через Да, твои голосовые связки? я спросила, согласен ли он как бы с нами поговорить. Он сказал да. Хорошо, на счете 3 ты позволишь мне с ним переговорить. 1, 2, 3. Григорий Ефимович, приветствую вас. И вас приветствую. Вы позвольте мне задать вам несколько вопросов о вас, о вашей жизни и не только. Да. Благодарю вас. Григорий Ефимович, как именно ощущалось ваш дар облегчить страдания Алексея? У меня был натуральный дар целителя. Я знал много способов, как убирать боль, как расправлять кости, травы. Это из поколения матери моей пришло как преданные к моей от бабушки к матери, а к матери ко мне. Это было легко. Я просто делал то, что чувствовал, могу сделать. Что происходило внутри вас и между вами? Я люблю его как сына.
Между вами установилась связь какая-то энергетическая. Я люблю его как сына. Он мне как сын. А когда ты чувствуешь такие чувства, ты делаешь все для того, чтобы помогать и быть рядом, когда он нуждается в тебе. Откуда пришло ваше первое знание о близком конце? Голос в моей голове. Вы называете это учителями. Я называла его моим ангелом-хранителем. Иногда называл его демоном. Я думаю, что это и было два, и один был как ангел, другой был как демон. Они делились и рассказывали мне все секреты, которые мне пригодятся, и как мне лучше поступить в одном или в другом состоянии. Так это было видение, ощущение или голос? И видение, и голос, и ощущение. Ясновидение, яснослышание, ясночувствование. Яснознание, да? Да. В ночь ухода что вы осознали последним перед тем, как покинуть тело? Стой, меня отсюда не отпустит, что слишком тяжелая душа моя, чтобы подняться выше. Слишком много земных забот держит меня к земле. Крылья мои поломаны. Вибрации понизились, Да, и вы попали в капкан, да? в темноту попал. О чем сожалели мгновенно? Что моя гордыня повела меня по пути роскоши и телесных забав, а мог сделать что-то для того, чтобы освободиться и уйти отсюда, улететь как жар птица. Но физические забавы были больше сладкие, чем желание какого-то света, который казался не таким далеким и нереально. Только предсмертном я увидел, какие ошибки совершал, кому служил и как душу свою
обременел. Какая самая темная тень вашей собственной души мешала вам, и как вы с ней боролись или не боролись? Сатанинский ритуал. Душу свою отдал. Это когда было? Для того, чтобы подняться туда, куда я поднялся. Без этого нельзя было. Чтоб двери открылись? Да я сам эти двери открывал, сам приносил новые ветра, сам показывал трюки, забавы, как играть со временем, как играть с пространством. Я управлял через того, которому я служил. Он помогал мне. Что из ваших истинных убеждений о Боге и вере было намеренно искажено или скрыто вами от всех? Неважно, кому ты служишь, Богу или сатане, все равно ты служишь одному. Эта вся система так направлена на то, что человек стал рабом, что он загасил истинную искру Творца в себе, забыл, откуда он пришел. Когда человек стоит на коленях, он не видит, что происходит вокруг него. Он только знает одно, что он виноват. А когда он виноват, с ним можно делать абсолютно все, что захочется, так как вина одна из самых низких вибраций. Какой Я, сам... Простите, продолжайте. я в то же самое время молился и Богу, и сатане. И это не мешало друг другу, потому что я из этого извлекал двойную пользу. Я Туман служила двум, и два служили мне, как свет и тьма. извлекали Одна, ту монету да, с двумя сторонами. да, ребром стоял. И то, и то. Но так долго длиться не могло. Всегда надо выбирать из двух злов третье. А любви у меня в сердце уже не было. Я потеряла, растеряла. Связь Через с душой? магию, да, да, Вы сказали через магию? ритуалы, магия. Это было все
мои как ежедневная атрибутика. Я использовал и магию для приворотов, для того, чтобы люди видели во мне Спасителя, чтобы они восхищались мной, боялись меня, слушались и повиновались. Это приносило мне огромнейшую радость и удовлетворение. От поклонников, поклона, Поклонниц. поклонниц. Какой самый болезненный урок вы извлекли уже по ту сторону, глядя на свою земную жизнь? У меня был выбор. С тем потенциалом, с которым я пришел, я мог сделать очень много добра. Я мог помочь земле. Но я делал все для себя. Я как та рука, которая брала и давала только столько, сколько мне самому было удобно. Я больше брал, чем давал. Вместо того, чтобы распространять свет, я принял тьму. Я понимал, что в том пространстве, в котором я был там, я бы не прожил очень долго. Во свете моя жизнь закончилась бы очень рано. И я этого испугался. Я принял соблазны для того, чтобы прожить в роскоши. И чтобы моя гордыня властвовала и пировала, вместо того, чтобы освободить свою душу, возродить и возрасти в ней любовь. Что самое сокровенное вы никогда не говорили Александре Федоровне, хотя хотели? Вся моя сила — это не мой дар, это того, кто стоит за мной. И все чувства, которые я проговаривал, это был обман, потому что я не мог ничего чувствовать. Все чувства уходили тому, которому я служил. Я обманывал всех, а в первую очередь я обманывал себя. Сила демона или сила ангела? Ангел сидел и плакал, а демон пировал. Чувствовали ли вы мистическую связь между здоровьем Алексея и судьбой династии? Это все было символично.
Я видел крах династии, я видел крах земли, страны, которую я думал люблю. Я видел, как все меняется и как тьма поглощает одну страну за другой, как люди убивают друг друга, как злость и предательство берет верх, или брат предает брата, родитель убивает ребенка. Это уже был ад. И я видел, что будет становиться только хуже. И я осознал, что приходит время владения тьмы. Я знал, что самая темная ночь перед рассветом, а до рассвета я никак не доживу. Потому и стал пировать и жить этим днем, потому что душа уже моя отдана, и жить мне надо так, как смерти не существует. Так я и жил. А будущее я уже давно знал и видел. Все слушали в династии своих демонов, а не Это своих были, ангелов. это вся одна система. Это все одно. Места ангелам там не было. И никогда не было и не будет. Потому что в этой системе сила дается тьме для того, чтобы управлять народами во тьме и распространять в массы агрессию, непринятие, обиды. Светлый царь приносил бы свет, темный царь приносит темноту. По поводу вашего влияния на решение государя. Какое единственное решение вы считаете самой своей главной ошибки, давая ему совета? Легенда придает мне поклоны, что кто-то слушал меня. Все, что делал государь, все было давно решено. Я просто был рядом. Никто меня ничего толком и не слушал. Я как добрый шут, как добрый помощник, но никак не Бог, которого все слушают. Неужели ты думаешь, что та гордыня, которая сидит в государе, будет слушать кого-то либо, кроме себя самого? Он все равно решает все сам. Потом рассказчики уже писали белины и рассказы, дополняя то,
что им казалось будет интереснее. Но мое влияние на решения были минимальными. Знали ли вы точно о планах физического устранения всей семьи еще при своей жизни? Да, От кого? от демона. Они все знали. Все знали. Другое дело, никто не верил. А была ли семья устранена? Или это подстроено? Вот то же самое я здесь увидела. Потому и замолчала. Все построено. А кем это было организовано? Троцкистами. Э, Сам государь, он погиб при других обстоятельствах. Но его устранили не в тот момент, когда говорили, что семью устранили. И, и царевича тоже устранили. Слишком много забот с ним было. Тоже несчастный случай какой-то на переправе коней. А вот девчонки и княжна, их спрятали, их вывезли. Хорошо. Что вы шептали Алексею в моменты кризиса, о чем не знал никто больше? Он был мне как сын. Я его на руках держал с самого младенства. И я всегда рассказывала ему про прошлое. Я рассказывала ему сказки. И я всегда находил слова, чтобы успокоить его. Я знал, как ему помочь, как избавить от страха. Я не могу сказать, это любовь, но это отцовское чувство, которое я чувствовал. Оно меня приближало к Творцу. Мне я становился человеком, а не рабом демона. Вы обладали гипнозом? О да, о да, Вы его применяли? очень часто. И по отношению к царевичу? Да, И он поддавался. он доверял мне. И это один из главных
средствах. Чью руку вы узнали или почувствовали первым среди убийц ваших? Я не услышала вопрос, интернет немножко. Повтори, пожалуйста. Чью руку вы узнали или почувствовали первым среди убийц ваших? А его тогда не убили, когда все думали, что убьют. Его устранили. Его закрыли где-то и пытали. Хотели какие-то тайны из него извлечь. Но я ничего не говорил. Я язык себе откусывал для того, чтобы говорить не мог. Я ничего не говорил. Вы уже понимали, что это не спасет вас. Я знал, что мое время пришло. Но я должен сохранить свои тайны, И все-таки нести их с собой. кто организовал ваше устранение? Император, Сам император. теперь я это знаю. Слишком много я знал. А Слишком английская много. разведка была при этом Она помогала императору. Она спасала их. А я был неудобным. Я был лишним. а остальные были пешки, которые грязную работу выполняли, да? Их тоже потом убрали. Им переписали историю так, как им хотелось, чтобы все выглядело красиво, чтобы выглядело все так, чтобы хотелось кем-то восхищаться и на кого-то обижаться. Был ли яд действительно в Проблема вас? меня Простите. просто застрелили. Меня застрелили в сердце. Яда, значит, не было изначально. Это просто легенда. Легенда. Зачем им мучиться? Взяли револьвер, подставили, крючок нажали. И проблема ушла. Заниматься там ядом, зачем это всё? Это мгм. Это для истории, чтобы лучше читалось и смотрелось. Это для красивой истории, Да, удобной. да. Что вы кричали, мысленно или вслух, в тот самый момент, когда
нажали на курок. Я ничего не успел. Я до последней минуты думал, что меня тоже вывезут, как и семью императора. Я думала, что я частица плана. Когда он подошел с револьвером ко мне, для меня было несколько секунд, чтобы быстро продумать всю свою прошлую жизнь, осознать. Но я даже не испугался. Я это уже видел. Но, как всегда, надеешься, что тебе повезет. Так кто это был? Юсупов? Нет, Брючкевич? нет, Вы его не знали. нет. Грязная работа Для пешек. для пешек. Потому что за каждое убийство убийца несет ответственность. Те, которые были частью больших ритуалов, они это знали. И всегда грязную работу делали пешки, которые принимали ответственность за задеянное, так называемая карма будущих воплощений. Зачем им кровью свои руки мыть? Какая единственная вещь с того света дала вам самое большое удивление в вашем убийстве? Меня всегда удивляет то, как люди рассказывают о моих сексуальных возможностях. Я даже здесь сижусь и улыбаюсь. Сделали меня секс-символом. А я был только магом. Но только был простым мужчиной. Оставили вы сознательно какое-либо послание или знак в момент смерти, о котором не знают? Нет. Все, что рассказывает, это все легенда. Я был человеком со своими тараканами, со своими гордынями, большими идеями и планами, который не видел дороги, у которой дорога была только в темноту. Я знал про темное будущее впереди. Я видел, что страна будет купаться в крови, и эта кровь будет заливать соседние страны. Какое послание я могу дать кому-то, когда я сам имею большую часть того, что происходило? Я был причастен энергетически к тому, что было, происходило позже. Кто
или что были главными невидимыми демонами, раскачивающими трон из тени, помимо явных врагов? Система одна. Семья, которая владеет всеми тронами Европы под разными фамилиями. Поменяли свои имена, поменяли фамилии для того, чтобы ассимилироваться с народом, которым они управляют. Но у них нет человеческого. Они сами как тьма. А тьма не может порождать свет. Тьма рождает тьму. И эта тьма, она поглощает все вокруг. Так что искать кого-то темнее, чем тьма, это была бы иллюзия. Они, эти семьи, они и есть тьма. И эта тьма до сих пор управляет миром. От них выходят все войны, все разделения, братоубийственные войны. Они посеяли это семя. И они, как черная рука, которая управляет процессом. И потом кричит, чтобы их спасали, притворяясь, что они не Жертвы? виноваты, жертвы. Да. Какое самое опасное заблуждение о природе русской власти было у Николая II, которое вы видели, но не смогли разрушить? Я принял сильную сторону. Я стал частью этой всей системы. Они, он говорит такое слово узурпаторы. Вообще не знаю, что это. Они захватили власть, которая им не принадлежала. Так же, как захватили власти и в других странах. И они держали эту власть и когтями, и клыками. И все, что они делали, это было для того, чтобы убивать народ, чтобы держать их в темноте, в голоде, чтобы они умирали от голода, от холода, а сами притворялись добродетелями. Они делали все для того, чтобы уничтожать свой народ. И им это очень хорошо удавалось через водку, через унижение, через убийство, через голод, войны. Ломали дух народа. Им это очень хорошо получалось. Что из ваших предостережений
о грядущей катастрофе было намеренно проигнорировано или скрыто ближайшим окружением царя? Или Это вы не все. предупреждали его о грядущей беде? Я видел, что это все цирк. Цирк. Я видел, что это все задумки для того, чтобы манипулировать, управлять, уничтожать народ. Народ, в котором сила была огромная, сила духа. С той силой духа очень тяжело управлять. Надо ее унизить, надо ее через несколько поколений уничтожить. И это все началось еще до Николая. Чтобы народ забыл свои корни, что он думал, что он всегда в лаптях ходил и буквицы не знал, что надо поклониться или батюшке, или царю, государю. Когда ты на коленях, ты не видишь, что вокруг тебя происходит. И с тобой можно делать абсолютно все, что он захочет. Потому что ты уже на коленях в грязи стоишь. Этим они и пользовались. Не только в России, но и в других странах. Это одна система на всех. Зачем менять, если работает? Все то же самое для всех. Видели ли вы в ком-то из придворных или родственников сознательного предателя династии до 1917 года? А там система была как в курятнике. Никто ни с кем очень-то не дружил. Каждый пытался получить Выгоду. выгоду от царя. А для этого надо или сдать кого-то, или унизить, или наговорить. Тем самым стать выше, умнее, сильнее. Там каждый предавал, каждый пытался притереться. А какими способами это было вообще не важно. Насчет предательства царя, это все есть опять цирк, который, это театр, который не проиграл так, как должно было проиграться. Но все было намечено, все было договорено. И к дворцу не подпускались просто любые люди. Они все были обработанные, они все были из того же самого круга. Те, которым можно доверять, тем, с которым можно руководить. Можно сказать, что сам царь предал свой народ. Он предавал его с самого начала, а никогда не был с народом, потому что это не его народ. Он был поставлен там
чтобы этот народ угнетать, унижать и сделать быдло, как он сам говорил. Он ненавидел русский дух, славянский дух. Это было его враги. Они были его враги. Внутри только ненависть. Какая неочевидная духовная болезнь была корнем падения империи? Если не говорить о политике, не говорить об экономике. Изначально тьма, которая была спущена в этот народ для того, чтобы его закрыть и загасить. То, что происходило в их головах, душах, человеку, людину тяжело понять, потому что они даже и не люди. Это сущности, которые не могут называться людьми. Они сами не скрывают этого, они говорят: у меня течет синяя кровь, я не принадлежу вам. А то, что они между собой жили, женились и вырождались, это и есть самая главная проблема того, что они становились все больнее, все более жестокие, более агрессивные. Потому что спариваться нужно только со своими. Человек может внести изменения в их систему ДНК, а это нельзя допустить. Какую главную тайну, известную только вам и царской семье, вы унесли с собой, и которая так и не была раскрыта? Я вот только что ее и проговорил тебе. Они не люди. Они не люди. И я это знал, я это видел. И мы Хотя знаем об этом. я рад. Я очень рад, что это выходит из графы секретности. Каждая семья царская, королевская вышла от германской ветки, которая не есть человеческий род. И этот род, этой семьи, они делали все для того, чтобы уничтожить человеческий род, уничтожая гордость за свой народ, за свои традиции, уничтожая друг друга, поднимая оружие против друг друга, защищая их интересы. Человек убивает человека, а они между собой договариваются. Это ихняя игра.
Они братятся, а люди убивают друг друга. Это им и надо. Разделяй и властвуй. Что из ваших пророчеств о России сбылось? Точнее всего, но об этом предпочитают молчать. Конечно, я не спрашиваю, если вы действительно сделали какие-то пророчества о России. Но и тем не менее, что вы можете сказать? Я сказал, что приходят тяжелые времена, где Россия потонет в самой же крови, крови самой себя. Но эта кровь высохнет. И на этой земле вырастут самые красивые цветы, которые будут как пример тому, что приходит время, когда не будет цари, президенты, государи управлять этой землей, этими землями. Человек не нуждается в государе. Человек рождается быть свободным и проживать жизнь такую, какую он выбирает, не клонясь ни батюшке, ни царю, ни президенту, потому что они все служат нечеловеческой расе. Когда человек это осознает, когда он это примет, вся система рухнет, потому что все держится на лжи. Их очень маленькое количество. И когда человек просыпается, Людин просыпается, никакая сила не может его преодолеть. Его дух остается бессмертным. Тело, тело это аватар, который не вечный, но душа, когда она просыпается, она становится вечной. Какие скрытые силы, аналогичные тем, что разрушали империю, действуют сегодня в России? Это не только в России. Ничего не поменялось. Где был государь, где был царь, император, теперь президент. Они из Система того та же же самая. рода, Абсолютно. не люди. Ничто. Они не люди. Людей туда не пускают. Потому что человек, у него есть искра. Он не может убивать. У него есть честь и совесть. Тем он и отличается от тех рас, которые управляют человек. У них нету ни чести, ни совести. Они не знают, что это такое. У них есть только жажда владеть, иметь, убивать. Ничего не поменялось от того времени. Меняются лозунги, меняются афиши, а сама система остается та же. Только люди, они живут
очень короткое время, и они забывают. Проблема в том, что молодое поколение никогда не слушает своих стариков. То, что они рассказывают, это сказки. А когда они уходят, уже поздно кого-то спросить, как было на самом деле. И тогда переписывается история. Переписывается так, чтобы было удобно и угодно управляющим кланам, управляющим системам, чтобы доказать, что они по праву занимают то место, которое они занимают, что они по праву руководить и говорить вам, как поступать и как вести себя. Ничего не меняется уже много лет. Кто те, кто захватили власть через переворот в 1917 году? Это те же самые, Те же самые. те же самые. Для человека всегда нужно кому-то верить. Когда они перестают верить царю, приходит кто-то, кто будет их спасать. И те кто-то становятся новыми царями. Как советский мультик «Дракон побежден, слава дракону». Каждый, который приходит на то место, становится новым драконом. Они все приходят с новыми лозунгами. Они меняют систему, но в конце концов становятся очередным царем или императором. Только называется президент. Система не меняется. Она работает по-старому для того, чтобы человек становился быдлом, чтобы он не думал, не развивался, чтобы он только работал, не отдыхал, думал, как выжить, как не голодать, выпить, чтобы забыться. И вся система уже запущена. От проблемы избавились. То есть современные правители России также духовно слепы. Это не только Россия, это вся одна система. У нас есть изначально разделение на государства, чтобы было с кем воевать. Разделили, поставили стены, чтобы не соединяться, а разделиться. И тогда можно воевать, можно не любить друг друга, можно смотреть, чем кто-то лучше другого. И Запад смотрит на Россию и видит в России врага. Россия смотрит на Запад и видит врага там. Китай смотрит на Америку, Америка смотрит на Китай. А нормальные люди, они хотят просто жить. Никто не хочет воевать. Никто не хочет связывать в эти политические игры. Но их затягивает, потому что игра такая. Как только человек скажет, я не играю в эти игры, я не смотрю телевизор, я не принимаю никакую сторону. Все мои братья, все мои сестры. Я принимаю только человеческий род. Я против агрессоров, которые заняли эту землю 1000 лет назад и руководить ими. Я за человека, а не за страну, не за государя. И я не буду убивать своего брата. Неважно, на каком языке он говорит.
потому что он человек, так же, как и я. Что самое важное из утраченного в 1917 года невозможно вернуть уже никогда в России или России? Время. Время проходит. Люди умирают. Так и остается ждать лучших времен. Что тогда? Что теперь? Все сидят и ждет, когда придет кто-то и их освободит. Кто-то поможет и сделает жизнь легче. А никто не придет. Сам должен свою жизнь делать лучше. Не надо никому верить. Не надо никому слушать. Потому что каждый ведет туда, где им лучше. Как овечку. Только когда ты избавляешься от своих путов и сам определяешь, в каком лугу ты будешь жить и пастись, тогда и жизнь у тебя другая. Григорий Ефимович, какое единственное непроизнесенное предупреждение вы бы передали нынешней России из своего опыта вечности? Этот народ очень патриотический. Они думают, что они самые главные, самые сильные. Но когда каждый человек поймет, что жизнь не заканчивается одной смертью, что сегодня ты россиянин, а завтра ты можешь быть чеченом, родиться, или тем, кого ты больше всего ненавидишь. Ты можешь быть украинцем, погибнуть и родиться в России, и быть россияном. Вот это самая большая иллюзия, которую душа не осознает. Они забывают, что душа не привязана к национальности. Душа не привязана к одной стране. Она свободна. И того, кого ты больше всего ненавидишь, очень большая возможность, что ты родишься там и будешь ненавидеть уже другую сторону. Вселенная, она имеет очень хороший юмор. Когда ты воюешь с ветряными мельницами, твоя война никогда не заканчивается. Найди мир в себе, и твои все войны закончатся. Григорий Ефимович, великодушно благодарю вас за то, что ответили на мои вопросы, даже если они были не совсем приятными. Желаю вам света, любви и эволюции. Всего хорошего вам. Я благодарю тебя. Я благодарю за те вопросы, которые ты задал, и пробудил частицу света во мне, позволил мне осознать и прикоснуться к тому свету, который был далеко от меня. Я прошу тебя,
помочь мне пройти в другую мерность, если ты изволишь мне помочь. Хорошо. А теперь оставьте меня с Джулией на счете 3. 1, 2, 3. Ой, Джулия. поток на меня На поставь, счете пожалуйста. 3, открывая потоки абсолюта на тебя, который мощной волной падает, очищая тебя от всех негативных энергий. 1, 2 и 3. Да, есть, благодарю. Потоки абсолюта направляю на Григория Распутина. 1, 2, 3. Очищают его от грязной энергии, Всего живого, неживого. от всего живого и неживого, от того, что тяготит его. Магия. Магия уходит. Вся информация, которая записана в книгах и держит его в этом земном плане. Все программы, все то, что вольно или невольно держит его привязанным к этому миру и не позволяет ему уйти в тех сферах, где ему нужно находиться для полного осознания и очищения, для дальнейшего продвижения по лестнице эволюции. Все готово. Так, а теперь на счете 3 я открываю портал в соответствии с его собственной вибрацией, которые помогут ему дальше осознать и продвигаться. 1, 2, 3. И на Он счете 3. поклонился тебе. Так. И закрываю портал на счете 3. 1, 2, 3. Да, все. Джулия. Сейчас 2 секунды. Я просто стираю информацию. Все готово. Мы достигли конца этого сеанса. Теперь мы отключаемся от всех информационных каналов и потоков, к которым мы были подключены. Стираем отовсюду все наши следы и энергетические отпечатки и готовимся к постепенному возвращению в бодрое состояние свежими и полными энергиями в то место, откуда ушли. 1, 2, 3. Я считаю от 5 до 1, и ты позволишь своему разуму проснуться ясным и сосредоточенным здесь и сейчас. 5. Ты чувствуешь, как твое сознание начинает расширяться. 4. Твое тело становится легче, более присутствующим. 3. Слух и физическое ощущение усиливаются. 2. Твои мысли ясны, как после спокойного сна. И 1. Ты открываешь глаза, полностью проснувшийся, с внутренним состоянием спокойствия и жизненной силы, заряженный новым возможностям. Джулия, Да, есть. с возвращением тебя. Очень тяжелые энергии были. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Джулии, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы.
До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.